паре часов езды от Москвы находится такое чудное место – Гремячий Ключ. Здесь родники открылись по преданию после молитвы Сергия Радонежского. Отсюда и пошел Сергиев Посад, название города. Сюда приезжают множество паломников набрать святой воды. Такие тут избушечки стоят в старорусском стиле. Мед продается, трапезная здесь есть. Уже здесь на подходе слышно, как бьет этот водопад Гремячий Ключ. Видимо, отсюда и название, что он гремит. Вот он сам водопад. Одна струя течет прямо в купель. Там организован душ с вешалками, со скамеечками. Много комаров здесь. И раз я здесь, почему бы не искупаться в таком святом месте? Уху! Хорошо. Единственный минус, пока ты там переодеваешься, тебя могут сожрать комары. Верующие сюда кидают монеты, загадывают желания. Или чтобы вернуться. Если вы язычник, это место лучше не посещать. Или хотя бы не осквернять его языческими обрядами. Здесь, наверное, самое удобное место, чтобы набрать себе воду. Приветствую вас на канале Орел без решки. Сегодня мы с вами прогуляемся по городу Сергиев Посад, посетим Троице-Сергиеву лавру, побываем на Блинной горе, а также посмотрим музейный комплекс Конный двор и усадьбу Абрамцева. Подписывайтесь, ставьте лайк, приятного просмотра. Троице-Сергиева лавра – главная достопримечательность города Сергиев Посад. Вокруг этой лавры, собственно, этот город и образовался. Лавра является объектом наследия ЮНЕСКО. Собор Успения Пресвятой Богородицы находится в самом сердце Троице-Сергиевой лавры. Построен по приказу Ивана Грозного в XVI веке. Имеет такие же синие купола, как и в Суздальском соборе, потому что, как мы уже знаем, связано с Пресвятой Богородицей. Троицкий собор – самое древнее здание, сохранившееся на территории лавры. Главной святыней собора являются мощи самого преподобного Сергия Радонежского. Прямо в центре площади находится Сергиевский источник со святой водой. Здесь даже находится усыпальница Годуновых, чего я не ожидал здесь увидеть, когда сюда шел. А вот и перезвон знаменитый. А через такие прекрасные кусты сирени лежит путь к царским чертогам. Прям сиреневый. Здание царских чертогов. Здесь находится церковно-археологический музей, где расположена старинная утварь, старинные книги и украшения. Это главная улица города Сергиев Посад, улица Красной Армии. Это бывшее Ярославское шоссе. Раньше оно проходило здесь, пока не построили объездную дорогу. Здесь находится историко-художественный музей. Музей с обширной коллекцией живописи, графики, старинного оружия, тканей и археологических находок. Обедать я буду сегодня в самом центре Сергиева Посада, возле туристического информационного центра. Рядом со старой гостиницей Лавры есть
Заведение называется «Трапезные палаты». Там, говорят, можно попробовать настоящие пельмени ручной лепки. В будний день комплексный обед стоит всего 250 рублей. Судя по той вывеске, которая сюда зазывает, здесь многообещающее заведение. А по факту здесь все по православным канонам, православный интерьер, постная еда, борщ без мяса, пельмени с рыбой. Недовольные бабки вас обслуживают. И можно заказывать только здесь комплексный обед, потому что если заказывать по меню, это будет все очень долго по времени. Напротив историко-художественного музея находится другой музей «Конный двор». Тут белый пруд прекрасный с лебедями и утками. Отсюда уже видно колокольню Троицы Сергиевой Лавры, высота которой 88,5 метров. Музейный комплекс «Конный двор» – это один из 4 филиалов Сергиево-Посадского музея-заповедника. Он занимает солидную площадь бывших монастырских конюшен на берегу Белого пруда, что на углу Троицы Сергиевой Лавры. На территории музея размещено несколько экспозиций, посвященных археологии края, истории обители, а также посвященную русскому декоративно-прикладному искусству 18-19 веков. В частности, есть экспозиция русской матрешки. А еще здесь интересно просто погулять по территории и представить, как некогда протекала хозяйственная жизнь Лавры в период ее расцвета. На этой сцене, видимо, какие-то представления проходят. Народу вообще немного, наверное, за то, что сегодня будний день. На Гремячем ключе больше людей. От музея «Конный двор» вдоль стен Троицы Сергиевой Лавры, мимо Уточьей башни, мы направляемся к главной смотровой площадке города Сергиев Посад, Блинная гора. По пути на Блинную гору можно встретить таких вот райских птиц, сделанных из цветов. Вот мы и на Блинной горе. Отсюда открывается лучший вид на Троицу Сергиеву Лавру. Это место знаменито не только своими видами, но также своей историей. Здесь раньше были блинные, которые пекли троицкие блины и угощали своих паломников. Сергиев Посад – город, который находится в 50 километрах от МКАДа, 200 километров от Ярославля. Входит в Золотое кольцо России. История города началась с того, что два брата, Варфоломей в монашестве Сергий и его брат Стефан, построили здесь небольшую церковь. Позже здесь вокруг образовался монастырь, обнесенный оградкой в виде города, где несли службу сторонники Сергия. Именно сюда приезжал за благословением в 1380 году Дмитрий Донской перед битвой на Куликовом поле с войсками Золотой Орды. Пятницкая часовня, построена в 17 веке над родником, который еще задолго до этого нашел сам Сергий Радонежский. Находясь в Сергиевом Посаде, советую вам не упустить возможность посетить музей-заповедник Абрамцева. Особенно это удобно для тех, кто начинает свое путешествие из Москвы, потому что из Сергиева Посада по пути в Москву он как раз находится в 20 километрах, примерно 30 минут езды на машине. В усадьбе Абрамцева находится вот такой вот большой черешчатый дуб. Это памятник живой природы, и поэтому его даже выделили так отдельно забором. Дубу 245 лет. В годы войны в усадьбе Абрамцева находился военный госпиталь. Каменная баба. Вот так в 11-13 веке выглядели женщины в Харьковской губернии. Усадьба Абрамцева стала известна с середины 19 века. Ею владел писатель Аксаков. После него она переходила из рук в руки, и перед революцией последний, кто ей владел, это промышленник Мамонтов. Абрамцева часто посещал и подолгу жил такой писатель, как Гоголь. Здесь он читал 2 главу «Мертвых душ». После 1917 года усадьба была национализирована и стала музеем. Природа живописных мест Абрамцева привлекает сюда художников, которые здесь пишут свои картины.
Нет, трасса вообще все шикарно здесь было. С чем у большинства нас ассоциируется Россия? Березка, речка, поле, птички поют. Красота. Помимо того, что здесь можно полюбоваться красотами природы, здесь можно также культурно просветиться, посвятив все эти музеи и выставки, которые находятся в этих усадьбах. Для этого нужно покупать отдельные билеты в кассах. В целом, если брать города Золотого кольца, то Сергиев Посад, наверное, находится на втором месте после Суздаля по привлекательности для туристов.